Как думаете, мужики, если бы нам сказали гаджетов 15 назвать или 20 бесполезных, мы бы нашли их, да? Петя, что за гаджет, Вася? Это самый лучший гаджет, который я когда-либо видел. Так, ну что ж, ребят, всем привет. Расскажите, как у вас вообще дела, как настроение? Да хорошо все. Нормально, живем. Петя, расскажи, как тебе живется сейчас? Да нормально, но правда иногда бывают задержки, потому что на другие сервера кидают. Так что надо будет что-то улучшить, подумать, и чтобы идеально игралось и чтобы тренироваться плотно. Но у вас сейчас выходит, да, тренироваться вместе, все наладилось в этом плане? Да, каждый день тренируемся. Супер. И сегодня мы делаем топ-5 лучших гаджетов и топ-5 самых бесполезных гаджетов. Каждый из вас составил список. Давайте поделимся и решим, какие же гаджеты все-таки самые лучшие, а какие, в принципе, можно удалить из игры и ничего не произойдет. У меня есть список хороших, список плохих, по моему только мнению. Но момент такой, что я не выделял, какой из них из лучших, какой самый лучший. Я просто вот выбрал 5, и мне кажется, что если будут, допустим, хорошие гаджеты, и каждый попал в этот же гаджет, и, допустим, хотя бы 2 человека его выбрали как хороший, мне кажется, это будет серьезный звонок, что гаджет реально хорош не по одному только мнению. И я бы сказал, что сейчас на Сквика второй гаджет очень жесткий, очень метовый, и я его выделю как хороший гаджет. Либо же Алексей, весь... Кубик, вы согласны? Конечно, у меня тоже в списке. У меня этот Давайте. гаджет первым стоит. Нас просто на турнирах очень сильно этим гаджетом Гаджет кошмарит очень жестко. унижали. Кто-то из вас играет на турнирах за Сквика? Мы его баним. Ну, иногда играем, да, Обычно банят. иногда баним. Петя играет. Мгм. А почему вы выбираете банить Сквика вместо того, чтобы играть за него? В зависимости, чей первый пик. Это так работает. Если у них первый пик, то мы его баним. Если у нас, то они его банят, скорее всего. Окей, я еще выбрал заморозку, кроу. Не знаю, пацаны тоже думают, что-то выбрали. Может быть, что-то у них есть интересное. У меня тоже Но есть кроу кром. замораживает, да, Я думал, но я выбрал... Нужно было Кроу выбрать вместо одного. Просто этот гаджет, он командный. То есть Ворон дает стан, и команда должна сфокусироваться быстро на противника. А я как-то подумал, что... Ну, он сбалансированный, не имбаланс, и он хороший, но он сбалансированный, мне кажется. Но сильный очень, да. Я думал его поставить, но что-то передумал. Другой поставил. Окей, я еще также выбрал... Пусть это не самый там универсально невероятно крутой, но я считаю, что он дает большой импакт. Это гаджет Нагейла, его торнадо, который не дает пройти там футбол, оно может просто катки тащить соло там где-то еще, поэтому вот я его тоже выбрал. Думаю, мне очень нравится. Алексей, Кубик, как часто используете гаджет этот? Всегда, когда пикаем Гейла. Да. А часто пикаете Гейла? Да, Достаточно часто. Хорошо, у кого-то он в списке тоже был? Не. В его топе? Я хотел добавить. Я его тоже хотел добавить, но я потом типа думаю... Ладно. Я также добавил, пусть это не прям командный гаджет, но гаджет на макс, который дает и щит с прыжком, очень импакт большой может в игре дать. Допустим, тот же нокаут играешь ты, и никто там не может рисковать лезть. Маг всегда может агрессивно играть именно благодаря этому гаджету, потому что она уверена, что отпрыгнет, если что, и не потеряет свою жизнь. Футбол везде также заходит, но это чисто мой топ. Хорошо, Алексей, ты тоже хотел добавить этот гаджет, ты забыл? Я его добавил, нет. Он у меня есть. Хорошо, Кубик согласен с Петей? Конечно. Как не соглашаться? Да, действительно. Хорошо, и давай опять последний в твоем топе. Окей, последнюю я добавил Лолу, потому что щит для ее клона — это та же горячая зона, либо какой-то футбол. 3 гаджета, они могут столько нервов потрепать. Пока ты этого клона добьешь, будет уже новая ульта. И по мне, так это, если Лола в игре, то по-любому юзать только этот гаджет. Второй телепорт, он такой себе сомнительный, больше для фана. Поэтому я этот гаджет тоже выделил как хороший. Пусть он не самый, может быть, лучший в игре, но для Лолы он must have. И давайте сейчас будем рассматривать список Алексея, но скажите, есть ли сейчас вообще в игре какие-то, по вашему мнению, имбалансные гаджеты, благодаря которым люди просто выигрывают сразу? Сквик, да. Ну и тот же Гейл, maybe. Да не, ну я с Гейлом не согласен, потому что гаджет очень ситуативный, а вот Сквик, он просто кидает свой гаджет и все. То есть ты кидаешь гаджет на один лайн, и лайн уже выигран по факту, потому что там не пройти просто. А еще
Я не знаю, чем разработчики думали. Они его сделали как будто вот невидимым. То есть мы играем на скриме, да? Я смотрю, я в стане, стою, меня убивают, а я не вижу его, просто не замечаю, он прозрачный. Типа, мы же вот еще тирперсов, когда помнишь, делали сквик же вообще. Да. Мы типа шутили, что он самый лучший. Но на самом деле Петя правда говорил, что он неиграбельный. А вот сейчас просто гаджет добавили и все. Понеслось. Одно изменение, и все, и стал балансный перс. Лёш, давай свой топ из тех, которые не названы были. Гаджет новый, второй, который вышел на колет от Hill. То есть там очень огромный вампиризм хп. Особенно когда против танков стоишь, это вообще просто песня. Я не ожидал, что такой гаджет добавят на нее, но гаджет мега сильный. Его сейчас первые перестали вообще использовать. И мне он очень сильно понравился, когда я играл за колет. Прям мне кажется, он имбалансный сейчас. Еще сильный, ну и единственный гаджет на база. То есть без этого гаджета, я думаю, баз бы много был менее играбелен. Мне тоже кажется, что он сильный слишком. То есть ты просто прожимаешь, сближаешься, тем более ты ближник и просто убиваешь по факту картонных персонажей. Ну и стан на Сэнди. Тоже имбалансный гаджет, и я не знаю, как можно было такое придумать. Ну, получается, Петя назвал сквик замедление, которое я сказал, и на Макс гаджет, который сейвит. Хорошо, Кубик, какие-то из тех, которые только что Лёша назвал, ты в свой список носил? Только с Квика. Хорошо, тогда давай послушаем твой список Ну, у меня самых топовых. Джанет, это новый перс, который только недавно ввели. У него там гаджет на пол карты. Там станция сидит по 100 хп, дамажит, не очень сильно бесит. Плюс надо еще сломать, типа, тип ставит за стенкой гаджет, попробуй его сломать, если у тебя не раскрытие. Я еще внес в этот список Бель, тоже второй гаджет, который тип может трикшотить там с другого конца карты, и ты типа сидишь, играешь, не понимаешь, откуда тыка прилетела. Кроу уже Петя говорил, Сквик тоже, и я еще поставил на Рико хил. Так как вдруг сложная ситуация, ты сидишь на лоу хп, у тебя рядом стенки, ты можешь просто одной очередью захилиться до фула и выиграть этот матчап. И Да. все. Топ. Хорошо, ну и давайте, раз мы составили топ идеальных гаджетов, в принципе, другими игроками и другими гаджетами можно вообще не играть, давайте теперь ставим то, что как бы в принципе считается бесполезным, то, что вы никогда не выбираете. Топ бесполезных гаджетов. У меня первый гром, первый гаджет. В целом этот перс давно не юзается. Ну как давно, он очень редко юзается, но первый гаджет вообще не вметил. Сейчас если даже пикают перса, то пикает второй гаджет, который дает 3 тыки подряд. Потом Карл, первый гаджет. Перса вообще в целом не пикают, так даже если пикает, то из-за этого другой гаджет, так как первый, ну не знаю, что-то ему не хватает дамага или что-то другое, не знаю, пусть разработчики подумают, пофиксят. Джеки, второй гаджет, это новый, но я не видел вообще, чтобы кто-то типа с ним играл, это тот, который перестраивает стеночку, вдруг она там сломалась. Вообще не видел, если честно, его вроде внесли недавно. Типа должен был быть метой, но ни разу не видел этот гаджет в бою. Вы согласны, Петь, Лёш, с этим выбором? Конечно. Этот гаджет, он импакта не даст. По сути, если там кто-то сломал, опять ульту на копе так же сломает, и в итоге ты, конечно, потратишь, грубо говоря, ульту, но по сути тебе этот гаджет особо не поможет, тебя все равно найдут, с какой стороны там пробитие и так далее. Знаешь, механика превосходная, новая. Я когда увидел, думаю, вау. Типа, что-то новенькое вдруг как-то будет юзаться. Ну, в теории оно и должно, в принципе, да, использоваться, что ей стенку сломали, она закрылась снова и сидит там, не знаю, делает, что хочет. А в итоге, да, как Кубик сказал, вообще бесполезный гаджет, просто бесполезнейший. Угу. Ну, может, пофиксить. Кубик, и последний твой. Еще два. еще два, да. Рикошета первый. Я не помню, я не знаю даже, как объяснить, что он там делает, но вроде Ну, пульки очередь вылетают. Да, пульки со вылетают, всех да. сторон просто, он не юзается давно очень. После того, как внесли второй гаджет. И на колет, также первый гаджет. Он после того, как внесли второй, вообще не юзается никогда и нигде. Хорошо, Лёш, были в твоем списке вот какие-то из этих гаджетов? Нет. Так, открывает мой списочек. Второй гаджет на Макс. Вообще, самый бесполезный гаджет. Да, Задумка тоже очень крутая, да, что ты ставишь метку,
бежишь, пофайтился, тебе сняли хп, и ты возвращаешься спустя время с full хп. То, какое оно у тебя было, когда ты ставил эту метку. Но реализация у него нулевая, хотя, опять же, звучит очень круто, да? По-моему, его юзали раньше, потом что-то с ним сделали, я вот точно помню. Он то ли дольше стал, что-то было, и прям моментами бывало его юзали, но потом либо это отметы, ну вот это Да, какие-то... по-моему, его просто типа юзали, пробовали, не? Ну он просто, скажешь, звучал круто, не? Очень круто звучал. Помню даже турниры, там, знаешь, что-то баунти, он подключался и сразу чел выходил агрессивно, но это прям какой-то короткий период времени, я вот точно Ну не да, вспомню, когда это было, но точно помню, что Типа что-то юзали. Да. Звезду забирал, его разамаживали, и он возвращался в full хп, да? Да, и потом он потух как-то вообще исчез. Сэнди тоже отхил на Сэнди. Да, если ты в ШД, может быть, играешь, да? Что там побили тебя, ты стал стеночку, отхилился и идешь дальше биться. А в трио, в турнирах никогда не юзают этот гаджет сейчас. Ну, в принципе, когда вышел второй, как Куб уже говорил про колец, перестали вообще его юзать. Потом клон на Леона. Тоже бесполезный гаджет, потому что он очень читается. Ты не можешь управлять этим клоном, да, ты не можешь атаковать этим клоном, хотя бы немного дамага наносить. Он не потанкует, он ничего, то есть как, ну на лоха бежит просто, но никого, если человек, не знаю, играет хотя бы в Brawl Stars недели две, он поймет, что это клон, а не настоящий, и все. Поэтому тоже гаджет бесполезный по сравнению с вторым, я вообще молчу, по сравнению с этим Чупа-Чупсом. Дальше идет четвертый гаджет, это на Динамайка, первый гаджет. Просто бежит, крутится как юлар, разбрасывает бомбочки, которые никогда не попадают у меня. Не знаю, как у всех, но у меня никогда не попадали. Петя, у тебя попадает? Да не, она очень бесполезная. Кстати, спойлер, но у меня он тоже, да, Динамайк есть в этом списке. Ну и по сравнению, опять же, по сравнению со вторым составом, этот гаджет бесполезный, его никто не юзает. Я думаю, не будут юзать. И последний, пятый гаджет, это гаджет на Шелле. Первый гаджет на Шелле. Если сравнить просто вот гаджеты, да, первый гаджет на Макс, она бросается вперед, да, там такой длинный рывок, такой же по дистанции, как у Шелли, но она неуязвима в этот момент, да. А у Шелли такой же гаджет, только она уязвима, она просто так же бросается вперед, даже, по-моему, Макс быстрее, если я не ошибаюсь. То есть, ну, чем думали разработчики, я не знаю, но гаджет бесполезнейший сейчас. Хорошо, Петь, и давай твой список. Ну, я, наверное, сказал, что даже если говорить про хорошие гаджеты, там много у нас вариантов было, то с плохими лично я там, ну, многое попал, что как раз-таки говорили пацаны. Единственное, не помню, Куб, ты про Карла, про какой гаджет говорил? Который прыгает, первый. который огонек? Не, прыгает имба же. Огонечек, ну да. который. Ну да, получается, значит, половину из того, что я составил, также пацаны уже сказали, это Динамайк, который спиннится, спиннер называется, гаджет, и бесполезный. Про Карла вот этот огонек, его усиляли с балансом, чтобы он сильнее поджигал, как там такая тропинка, и все, кто пройдут, там все подожгутся, но он вообще бесполезный. Да и Карл сам не мета тоже. Плюс у меня также Калет была, ну, хороший был гаджет до сих пор, пока новый не вышел, и как уже и ранее говорили, то же самое, я его считаю сейчас вообще бесполезным, его вообще не юзают, его можно только юзать, если у тебя второго нет, и все, просто там аккаунт не новый, новый, и все. Единственное, наверное, что... То есть, по-моему, 4 гаджета, которые я выбрал, уже сказали. И это Шелли, кстати, тоже, потому что второй гаджет, он тебе большой импакт дает, ты можешь быстро один раз ульту накопить, и все, потом уже нормально раскидать с ультой и заморозкой, это халявный будет килл. Да-да, бросок не нужен вообще. Да. Единственное, что не сказали, по моему мнению, я также считаю, гаджет на бита довольно-таки слабый, это большая очередь, и она может юзаться только где-то в сейфе, если ты поджал контроль, там, подрубил гаджет и все, запустил в сейф в каких-то других режимах, но даже если хотя бы чуть-чуть пацаны знают, как играть, но тебе никто не подставится под твою длинную очередь, и куда больше будет импакта собрать те же гемы и улететь обратно, поэтому бит, конечно, сам сейчас тоже не мета, но я считаю, что второй гаджет это только вот эти ПВЕ бои играть против роботов, дефать свою базу, или же вот какой-то сейф и все, больше никуда, поэтому я считаю, что телепорт там покруче будет, но вот практически такой же топ, как и у Космова. Как думаете, какие еще топы мы сможем сделать? Топы чего в дальнейшем? Ну, сразу недалеко уходя, можно топы старых сделать, самые сейчас крутые звездные силы и самые слабые, их тоже очень много в игре. Также есть более слабая тема, потому что там не такой большой выбор, но гирсы тоже есть, снаряжение тоже есть, какие-то сейчас супер хорошие, есть не очень.
И, наверное, еще персы тоже популярная тема, потому что мета постоянно меняется. Можно сказать, сейчас есть очень хорошие персы, а есть очень слабые. Да. Да, супер. Так что вам есть много чего, что поведать нашим зрителям, поэтому, в принципе, если зрителям зайдет этот формат, то, конечно, мы будем снимать еще больше классных видео. Всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравился ролик, обязательно закидывайте лайк. И, может быть, у вас есть идеи даже покруче, напишите, и мы запишем такой вот ролик по вашим идеям. Куба, у тебя собака вообще спит где-то, кроме твоей кровати? Я ее постоянно у тебя на кровати вижу. Она у тебя Нет. домашняя, да? А что Пока делать, никого кроме того, нету чтобы дома, спать? то она спит. Она еще так прикольно спит, постоянно в камере, посмотри. Постоянно в камеру. А что за порода? Кокер спаниель Да, английский. спаниель. Блин, прикольно.